Так, двигатель БДВ 2.4, Audi V6. Замена. Здесь можно поменять, заменил натяжители. Цепочки хотел поменять, но без снятия двигателя цепи не меняются. Заменить можно натяжители и выставить распредвалы. Если метки ушли, цепь перескочила или еще какая-то проблема. Но в основном цепь перескачивает из-за натяжителей. Перестают работать, и цепь, болтаясь, может перескочить на пару зубьев. И уже двигатель не будет так работать хорошо, будет стучать. Для этого, ну я сказал, вот это мы открутили, и снимается защита снизу. Вот, стойка стабилизаторов откручивается. Сейчас я возьму фонарик. Без фонаря ничего не видно. То есть вот, снимается на 13 головка, откручивается 4 гайки и отводится в сторону. Это для того, чтобы у нас был доступ, чтобы выставить коленвал. Так, ну сразу покажу инструмент, который использовался во время работы. Так, ну тут он самодельный, но функциональный в принципе. Так, шкив коленвала через вот такой переходничок, значит 21 на 21 размер. И здесь на 10. Ну, сверло отрезал и вставил туда, просверлил и забил. Здесь приварил головку от болта. Вот. Дальше это значит у нас фиксирует натяжитель, то есть планку натяжителя надо взвести до конца и зафиксировать чем-то. Ну вот таким приспособлением. Но это вот болт, значит, на 14 тут резьба. Здесь на 8. Один в другой вкручен. Вставляется снизу. Ну сейчас фонариком подлезем, покажу в каком месте. Откручивать, значит, фазорегулятор, звездочки. Головка на 14, 16. Звездочка 16 граней. Ну, также незаменима маленькая трещотка. То есть места мало, и маленькой трещоткой торекс на 25 шестилучевой. Так, ну вот эти покажу сразу. В основном все прикручено вот на такие вот болты со звездочкой. Буквально везде. Вот. Значит, прокручиваем коленвал. Сверху смотрим, чтобы вот эти резьбовые отверстия шли вверх, смотрели вверх. И вот метка. Они должны соответствовать, напротив быть. Если что-то не совпадает, левый ряд с правым рядом, то выравнивается это таким образом. То есть снизу вот в это место. Вот где мы открутили стойку стабилизатора, это. И вот рука туда еле-еле пролазит. Видно, там пробка. Она снизу 6-го цилиндра находится. Не знаю, тут видеокамера увидит, не увидит. Вот. То есть ладонь туда пролазит. В пробке там шестигранник стоит. Под шестигранник. И маленькой трещоточкой
выкручиваем эту пробку и вставляем туда фиксатор распредвала. Тот же самый болт на 8. Вот. И должны там нащупать выемку в коленвале, в выступе. Там. То есть немножко за шкив, вращая полоборота туда, полоборота сюда, по часовой против, увидим, что выемка там появляется, и в нее вкручиваем. При этом намертво прикручивается, фиксируется коленвал. Коленвал, когда выставлен, можно приступать откручивать фазорегулятор и звездочка. Ну тут для выкручивания усилия большое надо. То есть брал 1/2 вот такие удлинители. Вот тут есть выемка, как раз встают они сюда. Сверху, снизу. 2 удлинителя вставляешь и с хорошим усилием выкручиваешь 2 болта. После этого можно снять фазорегулятор и снять с цепочки, прям снять, отдельно ее положить. И там 6 болтов на натяжитель цепи. Звездочка тоже торекс 25. Откручиваешь 6 болтов, вынимаешь. После этого берешь новый натяжитель, взводишь его, вставляешь вот такую вещь, скобу, на место ставишь, прикручиваешь, одеваешь фазорегулятор, цепочку, все на место, небольшим натягом чуть-чуть все это прикручиваешь на место. После этого, так, ну когда открутил, эти свободные распредвалы становятся, в это время можно их выставить точно и при этом закрутить вот такие фиксаторы распредвалов. Точно размер не помню, по-моему 110 или сколько, надо в интернете смотреть, там есть чертежи приспособлений. Закручивается, фиксируется оба с той и с другой стороны, чтобы они уже точно стояли. И после этого прикручивается фазорегулятор со звездочкой. Ну фазорегулятор, здесь надо его натянуть, цепь, прежде чем скобу убрать с цепи, с натяжителя. Здесь, значит, вот такими штучками. То есть это вот это на первом блоке берется за звездочку, вставляется и натягиваешь цепь. После этого звездочку прикручиваешь. А здесь вот такой рогаткой вот так вставляешь, натягиваешь по часовой цепь и снимаешь скобу и затягиваешь уже здесь болт распредвала. После этого все будет выставлено по меткам, все точно, и можно приступать к обратной сборке. Все это можно сделать в гараже, даже без ямы, эти работы. То есть где-то бытует мнение, что обязательно снимать двигатель надо, но оказывается не надо снимать.
Так, ну все тогда. Вопросы будут, отвечу.